А. Смалев! Что такое? Ну куда ты пошел в Я обуви? попить хочу. Меньше надо было в самолете виски лакать. Отпуск же, ну что ты начинаешь? Ну, А! Ань, это что? Хорошо. Хорошо, хорошо. Так. Тише, тише, тише. Запоздали вы с рождением. В каком смысле? Инквизиция в ваше время. Пытки у вас хорошо получаются. А ну-ка, приподнимитесь. Так. Больно! Хорошо, хорошо. Как говорил мой тренер, все самое ценное дается через боль. Вы, наверное, борьбой занимались? Или штангой? Биатлоном. А ну-ка, еще разок. Так. Предусмотрительно. Что? И больно умейте делать, и от наказания убежите. Если вы только знали, Никонов, как я устала от вашего ворчания. Да. Серега, привет, как у тебя? Нормально, Николай Владимирович. Тут такое странное дело на наших упало. Мы с женой с командировки приехали. Заходят на кухню, там уже кровь. Эксперты говорят, литра 3 не меньше. Наши вокруг все прочесали, трупа не нашли. Ну, формально так дело завели, конечно, пропажа курских драгоценностей. Ну, ты знаешь, что это тупик. А нам глухарь сейчас просто как геморрой в заднице. Ну, теперь же есть свободное время. Ну, глянь там на досуге, так что к чему. Да уж, времени у меня много. Скрипкова с материалами я тебе уже прислал. Все, приехали, материалы. Ну, это чудесно. Тогда до связи, товарищ полковник. Хорошо. Сергей Юрьевич, вот материалы дела. Так, стоп, подождите. Подождите, мы еще не закончили, мы договаривались. Мы уже закончили, спасибо вам. У меня дела со студентом. А у меня работа. У вас дети есть? Нет. А муж или парень? Нет. И что, вам нечем заняться? Вот если бы вы умели терпеть боль так, как вы умеете хамить, вы бы уже через месяц встали на ноги. Увидимся завтра. А, она зачетная. У нас на курсе одна такая Ты красавица. все сказал? Извините. Вот. Протокол 123-17, улица Пушкина, 23, квартира 40. Хозяева Смалевы вернулись из отпуска, на кухне обнаружили большую лужу крови. Эксперты говорят, кровь появилась часов за 12 до их приезда. Заключение экспертов: потеря такого количества крови несовместима с жизнью. Но труп не был найден, они перерыли все в радиусе квартала. Глухо. Вот, посмотрите. Если труп был, и он не найден, значит, было как минимум 2 злоумышленника. Один из них труп, а другой тот, кто этот труп убрал. Ну да. Значит так, отправляйся туда, приедешь, наберешь. Сергей Юрьевич, я тут подумал, вам столько техники презентовали. Давайте использовать современные гаджеты. Это куда продуктивнее. Я буду стримить с места событий, а я вам на машину поставлю софт, у меня есть планшет. Студент, ты можешь по-человечески говорить? Я вам сейчас все покажу. Вот,
Это и есть стрим. Вы видите меня, а я вижу вас. 21 век. Вы что, нас снимать собираетесь? Да. И куда вы это транслировать будете? Да. Следователю. Ну и где твоя картинка? Слушай, выбрасывай нафиг эти свои прибамбасы и давай связь по телефону держать. А сам он приехать не может? Нет, не может. Он... О, готово. Скрипков к работе готов. Сергей Юрьевич, это хозяева, супруги Смалевы, Анна Смалева и... Как вас зовут? Валера! Валерий Смалев. Вот, это их гостиная. Сейчас будем передвигаться на кухню. А это их кухня. Здесь была обнаружена кровь. Ну и где точно была кровь? А где была кровь? Вот здесь. Вот. Такое огромное было пятно. Мой муж на нем подскользнулся и упал. Да-да, я пошел водички попить и Сергей Юрьевич, смотрите, здесь еще окно. На подоконнике были обнаружены царапины. Больше следов нет. Загляни под подоконник. Понял. Заглядываю. Пятно крови сфотографируй крупным планом. Окей. Вот, я еще что сказать хотела. Я уже указала о пропавших драгоценностях. Так вот, сегодня утром я перебирала постель, и у нас простыня пропала. Возможно, это мелочи, но... Взяли на упаковочный материал. Что? В простыню завернули труп, когда вытаскивали его через окно. Мою простыню? Большая кровопотеря, кровь просочилась на подоконник. Подоконник вытерли, но в торопях. И под ним остался след. Так, давай дуй на улицу и перерой все там под окном. Понял. Конец связи. Сергей Юрьевич, меня слышно, видно? Да вижу тебя. Я нахожусь прямо под окнами Смалевых. Вот, их окна, 5-й этаж справа. На асфальте следов крови или еще каких-либо следов не обнаружено. А ну-ка, покажи мне еще разок фасад. Фасад, вот, возвращаемся к фасаду. А что там сбоку? Где? Пожарная лестница. Да, справа. Поднимайся выше. Куда, наверх? Сергей Юрьевич, страшно. А на мента не страшно было идти учиться? Так, давай лезь. Я тогда отключаюсь. Если долезу, то включусь. Сергей Юрьевич, дальше лестница заканчивается. Выше только крыша. Вот, показываю. Снимай стену. Выше лестницы. Вокруг голая стена. Сверху, справа. Стоп. Опусти планшет ниже. Где? Похоже на крепеж для лестницы. Сделай общий снимок и на почту мне скинь. И достань эту штуку, которая торчит. Sергей Юрьевич, я не скалолаз, я не уверен, что у меня получится. Так, давай лезь. Хорошо, вот свяжусь с вами, как только закончу. Конец связи. Сергей Юрьевич, с лестницы не грохнулся, но достал. Вот. Это крюк. Значит так, Стеналаз, сейчас идешь на крышу и оттуда свяжешься. Сергей Юрьевич, я думал перекусить немного. Я тебе потом накормлю до отвала. А сейчас выполняй приказ. Понял. Конец связи. Вот вы приказали отпереть люк, а мое начальство наоборот. Запереть, вот значит. Так, ну это чтоб ребятня, да, наркоманы всякие не шастали. Так, а ну, опа! Есть! Снова на связи. Двор у нас Дворника нашел. Выхожу на крышу. культурные. Там подъезды обсекать у нас этого нет. Только я не понял. Ты откуда? Из ментуры или с телевидения, а? Сергей Юрьевич, на крыше чисто. Никого нет. Не так быстро снимай, Тарантино. Что мне дальше делать? Стоп. Что у тебя там за спиной? Где? Там. За карнизом. Сейчас иду. Иду. Где? Вот это справа? Ага. Что там? А вот и он. Ой, мать моя женщина! Смотри! Да не верстись ты. Сергей Юрьевич, может, экспертов дождемся? Давай показывай. Хорошо, сейчас. Подождите, я руки освобожу. Все. Быстрее, студент. Сейчас, все. Вот.
Увеличь. Да, значит, сделай снимок и отправь мне на почту. Сам оставайся на крыше и жди экспертов. Алло, нашли труп. На крыше. Так что вызывай экспертов. А на запястье трупа следы сведенной татуировки. Вам с сахаром? Без. Слышь, студент, а ты сам перекусил? У меня там в холодильнике сыр, колбаса есть. Спасибо, не хочется как-то. Что, труп аппетит перебил? Ничего, привыкнешь. Скоро будешь определять по запаху трупа время смерти. Да ладно, шучу. Значит так. Проникли в квартиру и ушли из нее через окно, это очевидно. С трупом сработали на парадоксе. Вход на чердак заперт, и искать на крыше не станут. Ты труп хорошо обыскал? Конечно. Карманы спортивок, кенгурушки. Ёлки, чуть не забыл. Студент, ты точно не забыл? Честное слово, Сергей Юрьевич. Тогда вопрос. Почему тот, кто тащил труп на крышу, не взял драгоценности себе? Может, второй в спешке не успел обыскать труп? Привет, Лев. Как дела? Ничего, Сергей Леонидович, я вот зашел, думал, может, в шахматишки перекинуться. А вот этот ангельский напиток, который нас так порадовал вчера, он присутствует в доме или переведется? Ну да, посмотри там в буфете. Конечно, конечно. Да, вот именно он. Ничего лишнего, золотая середина. И настолько точно. Я чуть не выиграл вчера. Чуть не считается. Тоже правильно. Так послушайте, я жду, когда Сержиня вот с этим всем ты тут закончишь. Маякни мне. Здрасте. Здрасте. Сергей Юрьевич, это, конечно, не мое дело, но вы с соседом играете в шахматы? Да, студент, это не твое дело. Я вырос в этой квартире, а с Левой у меня прошло детство. Круто. Так, на чем мы остановились? Я звонил криминалистам, отпечатков на следах крови под подоконником не обнаружились. Предварительно эксперт сказал, что ранение на шее трупа, скорее всего, было нанесено чем-то вроде мотыги. Мотыги? Мотыги. Троцкий. Что Троцкий? Леву зовут Лев Давыдович. В детстве мы его дразнили Троцким. Какое это отношение имеет к делу? Троцкого убили ледорубом. Костыль, ледоруб. Все сходится. Предположим, что в квартиру Смалевых проникли грабители с навыками альпинистов. Значит… Рана на шее трупа тоже может быть от ледоруба. Сергей Юрьевич, вы гений! Да перестань! Ну, Сергей Юрьевич, это так просто и гениально! Слушай, уже поздно, мне нужно поработать. А ты, уходя, там свет погаси. А где он? Спокойной ночи.
Доктор Боль, а что вы скажете об этом? Только сознание не теряйте. А вы меня спиной чувствуете? Парфюм ваш узнал. Можно взглянуть? Эту. Глубокая рваная рана. Вероятнее всего, повреждена артерия. При таком характере ранения шансов выжить очень мало. Мы можем приступить к нашим процедурам? У меня не так много времени. Так, понятно. Дверь, как всегда, открыта, поэтому я самовпустился. Так же, как и я. Значит так, студент. Я говорил с управлением, нам на это дело дали 4 дня. Нужно уложиться в сроки. Рабочая версия такая. Злоумышленники влезли в квартиру, грабануть хату не успели, произошла ссора. В итоге труп. Труп потащили через окно. Внизу кто-то спугнул, труп закинули на крышу. Основные улики. Костыль в стене, труп на крыше, рана от ледоруба. Ищем профи-альпинист. Пока хоть что-то не узнаешь, не появляйся. Ясно? Ясно. Полетел. Теперь-то мы можем начать? У меня, правда, немного времени. Да, конечно. Проходите. И давно вы не носите кольцо? А вот это вас не касается. Давайте я вам помогу. Я сам. Но сейчас-то я могу вам помочь. Да. Протокол вскрытия тела. Заключение. Кровь, найденная на кухне, совпадает с кровью тела на крыше. Есть подробный анализ крови. Распечатайте. А что? Пожалуйста. Хорошо. Работаем, работаем, быстрее. Молодцы. Давай, давай, быстрее, быстрее еще. Добрый день. Я из милиции по поводу консультации. Скажите, у кого-то из ваших есть такой? Раритетный крюк. Сейчас таких уже не выпускают. У Градова вроде был такой, и у Махнача. А в чем, собственно, дело? Скажите, а где я могу найти Градова или второго этого? Махнач куда-то вышел, а Градов... Саня, Градов! Да. Тут к тебе из милиции. Из милиции? Можно? Что произошло? Скажите, у вас есть такой? Да, это скальный крюк. А в чем дело? Скажите, а можно посмотреть ваше снаряжение? А это квартира ваших родителей? Почему вы спрашиваете? Да так. Видела фотографию 2 пожилых людей. Ваш отец, он в форме. Давайте оставим в покое моего отца. Ну, если это для вас такая неприятная тема, хорошо. Да, да, товарищ полковник. Хорошо. Сейчас. Я помогу. Так, тихо. Вот он, наш красавчик-труп. Рецидивист-домушник по кличке Бивень. 2 ходки, профи. Но он же не альпинист. Черт. Да как же это включить? Что там?
Привет, Серега. Здравствуйте. Поздравляю тебя с опознанием. Уже полдела сделано. До вопросов меньше не стало. Напарника надо искать. В том-то и дело, что у Бивня этого была одна особенность. Ну, почерк, что ли. Работал только сам. На дело один. Ну, принцип такой. Так что копай, копай. Удачи тебе. Спасибо. Расстался с принципом, расстался с жизнью. И почему ты, Бивень, в этот раз пошел на дело не один? Спасибо, доктор Боль, за помощь. Можете называть меня Аней. Аня. Что за бред? Крюки, они лежали здесь, в мешочке. Ледоруб пропал. О, Олежка, ты не знаешь, кто-то рылся в моем шкафчике? Нет, не видел. Да что ж такое, я не знаю, так они не пропали. Это вы, Махнач? Я Махнач. Скажите, у вас случайно нету такого крюка? Есть крюк. Вот, пожалуйста. Вот мой крюк. Вот ледоруб. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Это я. Разрешите доложить? Задание выполнено. Альпинистский клуб в городе всего один – Эверест. И в этом Эвересте у некто Градова пропало снаряжение той же самой марки, что мы ищем. Можно? Но, к сожалению, у Градова есть алиби. И по поводу крюков и ледоруба он говорит, что прям мистика какая-то. Никому не давал, просто пропали из шкафчика. Я его подробно с пристрастиями расспрашивать не стал. Решил, что лучше посоветоваться с вами. Прогрессируешь, студент. Думать начинаешь. Стажер. И действительно прогрессирую. Вот вам доказательства. Буквально полчаса назад, выходя из клуба, я видел, как туда входила Не пугай. Анна Смалева. Вот оно что. Значит так, студент. Езжай к Смалевым и доставь мне эту Анну. Ну, скажи, что нашлись драгоценности, и нужно произвести опознание. А мне вернут нашедшиеся драгоценности? Разумеется, как только расследование закончится. Ну ладно, вы проходите. Я буду готова через пару минут. Спасибо. Здравствуйте. Здрасте. Проходите. Да что за хрень? Может, вирус подхватил? Не обязательно. Вы когда его последний раз чистили? Перед отпуском. Ну, вообще, пыль я регулярно протираю. Не-не-не. Я имел в виду реестр, кэш, дефрагментацию диска, когда последний раз делали. А вы что, разбираетесь? Ну да. У меня есть с собой программа, которая сама все почистит. Тут я вас прошу, никак не справлюсь. Спасибо. Может, чайку? С удовольствием. Вот. Я готова. Одну секунду. Все. Погодите, а как же чай? Спасибо, в следующий раз. Да. Это все мои украшения. Вот эту брошку мне мама подарила.
А вот это кольцо муж на юбилей свадьбы. Скажите, а что связывает вас с клубом «Эверест»? А в чем, собственно? Я вам помогаю составлять бухгалтерию? Послушайте, а откуда вы вообще об этом знаете? Работа такая. И часто там бываете? Да нет, раз в месяц. А там работы не очень много. Членские взносы, спонсорские вклады, бюджеты экспедиции, все. Скажите, а с кем конкретно из клуба вы общаетесь? С Градовым, Саша. А он экономист по основной профессии. Ну, а я ему помогаю составлять отчеты налоговой. Спасибо. Гражданка Смайлева, у нас есть основания подозревать, что один из злоумышленников, проникший в вашу квартиру, альпинист. Скажите, а у вас со всеми в клубе хорошие отношения? Может, вы кого-то подозреваете? Да я там вообще ни с кем не общаюсь. Ну, по работе только. Да нет, некого мне подозревать. Ну, хорошо. Если что, звоните. Ой. До свидания. Градова раскручивать надо, может, даже жестко. Ты, я вижу, прогрессируешь семимильными шагами. Начинаешь думать каждые 5 минут. Давайте я вам кое-что покажу. У Смайлевых комп барахлил, и я вызвался помочь. У меня всегда с собой на всякий случай есть флешка с тимвьюером. Ты можешь по-человечески говорить? Это программа дистанционного управления. Я теперь могу через ваш компьютер залезть в их компьютер. Я могу даже через их веб-камеру посмотреть, что у них дома происходит. А у них есть веб-камера? Наверное. Я не обратил внимания, если честно. Прогрессируешь, говоришь? Хорошо, давайте удалим тогда программу. Нет, стоп. Ты лучше покажи, как эта фигня работает. Очень просто эта фигня работает. Сергей Юрьевич, нашел! Что? Ну, у вас и интуиция. Я залез в системный журнал компа Смайлевых. Так вот, в ночь убийства с их компьютера удалили файл. Это в то время, когда в доме, кроме грабителя, никого не было? Ну да. А что за файл? Не знаю, корзину почистили, нужно восстанавливать. Ну так восстанавливай, что ты сидишь? Эй, студент! Стажер! Значит так, пока мы будем ждать восстановления удаленных файлов, попробуем узнать, почему Бивень взял с собой впервые на дело напарника. Ну и почему драгоценности остались у Бивня. Второе, нам нужен допрос Градова, но предъявить нам ему нечего. Это точно. Но он-то об этом не знает. Сейчас наберешь Градова и предложишь неформальную дружескую встречу в кафешке. И что? Ну, предложишь ему замять дело. В смысле замять дело? Ты чего моргаешь? Ну, вы мне моргнули, и я вам моргнул. Ну как можно разбираться во всем этом и так тупить? Да вы объясните мне по-человечески. Скажешь Градову, что он проходит по делу Смайлевых как подозреваемый, но ты за взятку
Можешь эти подозрения с него снять. Если Градов причастен к делу Смалевых, он на это клюнет. И реально тебе предложит за это деньги. Это гениально. Сергей Юрьевич? Да тут я, тут. Задолбался своими гаджетами. Прием. Прием. Ай, Что, Славик? в ухе стрельнуло. Может, он врача вызвать? Нет, спасибо. Принесите, пожалуйста, кофе. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. Я вас попрошу только, если можно, сразу к делу, потому что Да, не спешу. конечно. У меня будет несколько вопросов. Камеру выше подними. Скажите, вам удалось найти набор своих крюков? Честно сказать, нет, я не знаю, это какая-то мистика. Мы просто обыскали весь клуб. Спроси у него Я лично о Смалевой. искал. Знаете ли вы Анну Смалеву? Добрый день. Я Смалева. могу войти? Да, она у нас подрабатывает бухгалтером. Ну, не основная работа у нас. Вижу один раз в месяц. Спроси, где он был в ночь убийства. Мы видимся. Если алиби не будет, скажи, что можешь помочь с закрытием дела. Что вы делали в ночь с 17 на 18? Это со среды на четверг. Да. Я вместе со своей семьей, мы встречали моих друзей из Тольятти. Они альпинисты, приехали. После этого мы приехали к нам домой, посидели, выпили. Кто подтвердит? И, конечно же, есть люди, которые могут это подтвердить, да? Да, конечно. Моя жена, дети. Кстати, те же друзья. Он не врет. Телефон. Это жена. Я могу... Он не врет. Да, конечно, отвечайте. Я по второму образованию психолог. Да, дорогая. И вижу, что он не врет. Говорит спокойно, четко, смотрит в глаза. Ну, вы же сами это видите. Ну, Заня, сейчас позже тебя наберу. Хорошо, извини, давай. Извините, пожалуйста. Закругляйся с ним. Что произошло вообще? Вы можете мне объяснить, пожалуйста? Спасибо большое. Не волнуйтесь, все хорошо. До свидания. В смысле, вы сейчас вот так вот и уйдете? Это ради этого я приехал? Да, телефоны свидетелей возьми. Нет, конечно, нет. Напишите, пожалуйста, номера телефонов своих друзей. Левая рука. Пишет левой рукой. Добрый день. Время мы потеряли. Единственная зацепка – бивень. Но по нему информации ноль. Может, поискать инфу по нему? Я могу залезть в городскую базу данных, там, коммунальные платежи. Может, кредит на нем какой-то есть? Ты что, американских фильмов насмотрелся? Через полчаса вы будете знать о бивне все. Сергей Юрьевич, а как фамилия этого бивня? А что, по кликухе слабо пробить? Нет, ну серьезно, вы же сами сказали, теряем время. Хоботов ее фамилия. Студент? А ну, пойди сюда. Сейчас, мне осталось совсем чуть-чуть. Скорее иди. Ёлы-палы, школьники. Учись, студент. Шевелить мозгами надо. А ну, давайте-ка сюда. Ты что делаешь? Порегистрируюсь в школьниках, как будто я из параллельного класса. А что дальше? А дальше будем чатиться с одноклассниками. Ну, не такой уж популярный бивень среди одноклассников. Поменяем пацана, земля пухом. А ну-ка глянь, кто вот этот пьющий? Володя Востряков. Ответь ему. А что ответить? Может, вместе помянем? Хороший человек бивень был. Ну и что вор? У нас половина страны ворует. Для кого-то это, конечно, хобби, кому-то работа. Да, ну вот только остальные его одноклассники что-то не сильно опечалены. Так в школе шугали же ж его. Он из-за этого даже татуху себе на руке свел, чтобы биографии не светиться. А я с ним даже пару раз выпил. Жаль бивня. Слушай, а что-то не припомню тебя.
Молодой ты еще, чтобы с нами в параллельном классе учиться. Скажи, что твой брат параллельным учился. С бивнем дружил. Так мой брат учился с ним в параллельном классе, братуха мой. Какой брат? Ну, а они с бивнем кореша были, Саня Кацапетов. Какой Кацапетов? Ты что мелешь? Кацапетов, Саня. Ты моего братуху не помнишь? Ты меня обидеть хочешь? Не хочу тебя обидеть, не-не-не-не. Ай, ладно, Саня это. Вот знаешь, самое главное, был человек и нет человека. И помянуть даже некому. Я вот, брат твой, Саня Кацапетов, вспомнил, ё-моё. Привет ему передай от меня. Да, Махнач этот. Кто? Кто? Махнач, Олежка. Он у нас же по бабам первый был в школе. Одноклассник наш. Месяц назад, когда с бивнем отдыхал, он мне еще хвастался, что к нему Махнач пару раз заходил. Не-не-не, подожди, я же видел фото с выпускного вашего. Ну? Ну, там никакого Махнача не было. Он же тогда типа ангиной болел. А ну бегом в клуб. Снова проверь ящики в раздевалке Градова и Махнача. Пусть полностью покажут. Будут упираться, припугни. Припугни. А что, если некого припугать? Ящички есть, а хозяев нет. Девушка, скажите, а вы не знаете, где инструктор Градов? Так его сегодня и не было. А Махнач? Ушел час назад, и он через пару часов улетает в Испанию. А зачем в Испанию? Невеста у него там. Как будто бы ему в нашем городе невест мало. Сергей Юрьевич, я уже в такси еду в аэропорт. Махнач пытается улететь в Испанию. Кстати, вы были правы по поводу шкафчика Градова. Вот что я там нашел. На пальцах перчатки, следы крови. Я же говорил, надо было Градова задерживать. Спокойно. Будем все делать по уму. Сначала привези ко мне Махнача. Скажи, что он должен дать показания по поводу обвинения Градова в убийстве. Понял. Конец связи. Прошу сюда. Вы учтите, я буду жаловаться. Да вы вообще не имели права отменять мой билет. Почему я не могу дать ваши эти показания в другой день, а? Успокойтесь, присядьте, а мы поговорим просто. Я задам вам пару вопросов, и все. А мы билет компенсируем. Правда, Стребков? Да. И улетите вы в свою Испанию. Вам знакома эта вещь? Это обычные экипировочные перчатки. Такой расцветки я, по-моему, у Градова видел. Ну, могу ошибаться. Нет, вы совершенно правы. Мы нашли ее в шкафчике Градова, а на ней следы крови. И я уверен, что эта кровь принадлежит человеку, убитого в квартире Смалевых. Да вы что? Я никогда не думал, что Градов способен на такое. А он и не способен. Он левша. Левша? Левша. Простите, я вас не понимаю. Я сейчас вам все объясню. А давайте лучше поговорим на более отвлеченную тему. Скажите, у вас был одноклассник Хоботов, ну, более известный по кличке Бивень? Ну, был. А при чем здесь Хоботов? Я уже лет 15 не видел. Врете? Так, послушайте, если это допрос, я без адвоката отказываюсь говорить с вами. А вы не говорите? Я буду говорить. Пару недель назад вы попросили Бивня об услуге. Вам нужно было, чтобы он открыл окно в квартире Смалевых. Как форточник Бивень работал всегда один. Но в этот раз он был беспредельно рад, что к нему обратился бывший друг детства. Вы первый из одноклассников, кто пообщался с ним за долгое время. Хоботов не догадывался, что вы презирали его точно так же, как и все другие. Он вам нужен был только всего лишь как инструмент. Чушь какая. Когда вы залезли в квартиру, Бивень сразу бросился потрошить имущество. Ну что поделать, профессиональная привычка. Вас же интересовало совершенно другое. Чушь, какая чушь. В стене дома над квартирой Смалевых мы нашли ваш скальный крюк. Ерунда, это не мой крюк, а Градова. И перчатка тоже это не ваша? Нет. Вы напрасно подкинули перчатку Градову. Под подоконником на кухне
был обнаружен след перчатки. Когда человек влезает на подоконник, берется за него опорной рукой. Если бы это был Градов, отпечаток был бы с левой перчатки. Прекратите эти ваши игры в Шерлока Холмса. Так, я отказываюсь от всех слов и показаний, что я здесь говорил. И от того, что у вас был роман с Анной Смалевой. Вы о чем? В квартире Смалевых вы искали определенную вещь. В компьютере фотографию. Нашли, удалили и подумали, что дело закончено. Почему эта фотография вам так мешала? Махнать! Стой! Стой, тварь! Стрелять буду! Замри! Вставай! Медленно вставай! Садись! Аня, перейдите туда! Вы в порядке? Да. Вы ничего не понимаете. У меня долги. Большие долги. Я нашел невесту в Испании, она могла меня спасти. Из-за нее я ушел от Смалевой. Это сука ревнивая, понимаете? Она стала меня шантажировать. Сказала, отошлет фотографии в Испанию. Да если бы свадьба сорвалась, меня просто грохнули и все. Ну что мне было делать? По крайней мере, не убивать Бивня. Да не убивал я его. Все, уходим. Куда? Мы с тобой добазарились. Я открываю окно и забираю свой барыш. Слушай, ты ничего не будешь здесь брать. Я тебе окно открыл, квартиру пустил, по всем понятиям право на скарб имею. Слушай, недоумок. Я сказал, уходим, значит, уходим. Бивень. А если бы Смалева сохранила фотографию на почту или виртуальный диск, что бы вы делали тогда? Смалева тупая в плане компьютеров. А кроме бухгалтерии ничего не понимал. К Смалевым вы взяли снаряжение Градова. Вы заранее решили его подставить? Нет, это спонтанно получилось. А почему труп вниз не спустили? Там под балконом парочка тискалась. Они меня заметили. Ну что ж, отвози ее в отделение, оформляй. Встать. Я не виноват. Это не я. Это все это Смалева, сука. Руки за спину. Мой муж, бывший, самбо занимался, так что шутить со мной не советую. Ну что ж, в жизни каждый получает по заслугам. Кто проблема в личной жизни, а я очередную порцию пыток. За мной, доктор Боль. Смалев, ты вообще спать собираешься? Ты опять жрешь перед сном. Серхио, а что-то у тебя дверь открыта, как всегда? Да это нормально. Ну, тогда к барьеру, а я пока налью. А почему ты мне белое подсовываешь? Я же вроде проиграл последний раз. Фору даю. Ты ее заслужил, Троцкий.